Во всех цивилизациях, от древнего Шумера до амазонских племен, сохраняются легенды о существах, которые были намного выше деревьев и могущественнее любого зверя. Историки часто отвергают эти повсеместные свидетельства как простое коллективное воображение. Однако фантазии не оставляют костей в земле, а эти существа оставили. Вспомните Авраама Линкольна, который в 1848 году, будучи еще простым конгрессменом, проплывал на проходе мимо Ниагарского водопада. Он оставил в своем дневнике запись, которая сегодня бросает серьезный вызов нашему традиционному пониманию официальной истории. Линкольн писал: «Глаза той вымершей расы гигантов, чьи кости заполняют курганы Америки, взирали на Ниагару так же, как наши сейчас». У будущего президента не было причин сомневаться в существовании великанов. В его времена это считалось общепринятой и неоспоримой реальностью. Любой фермер мог обнаружить их массивные кости на своей земле, и газеты регулярно сообщали о таких находках. Эти открытия были настолько обыденными и ничем не примечательными, как ежедневный прогноз погоды, составляя истинную часть повседневной жизни. Чтобы по-настоящему понять, насколько глубоко след гигантов запечатлен в человеческой памяти, мы должны заглянуть за пределы обычных учебников истории. Вместо этого нам следует обратиться к самым древним текстам нашей планеты, где может быть скрыта истина. Шумерские таблички, датируемые более чем 4000 лет назад, описывают царей ростом 4,5 метра. Это были не мифические персонажи, а реальные правители с конкретными задокументированными датами их правления. Царский список из Непура даже ведет хронологию династий, где отдельные монархи правили поразительные от 20 до 30 тысяч лет. Физические описания этих древних суверенов не оставляют места для сомнений в их поистине огромных, нечеловеческих пропорциях. Сами шумеры изображали своих богов, известных как Ануннаки. Обычные граждане часто находили колоссальные кости на своих участках, а газеты писали об этом так же буднично, как о прогнозах погоды. Это не было редким событием. Такие находки были настолько распространенными, что едва вызывали удивление, указывая на глубоко укоренившуюся историю. Тайну. В 1911 году группа горняков добывала гуано-летучих мышей в глубинах пещеры Лавлок в Неваде. Под слоями пыли возрастом в несколько тысячелетий они наткнулись на место захоронения, не похожее ни на что, описанное в академической литературе. Обнаруженные скелеты принадлежали людям поразительно необычных пропорций. Более того, на нескольких черепах сохранились пряди жестких рыжих волос. Племя паютов, коренное население этой местности, не выразило никакого удивления по поводу находки. Их многовековые устные традиции давно хранили память о народе, который они называли Ситека. Старейшины племени передавали истории, описывающие Ситека как колоссальных рыжеволосых каннибалов. Считалось, что эти грозные существа прибыли из-за океана и охотились на людей как на дичь. Затяжной конфликт против них, который вели объединенные местные племена, длился много поколений, закончившись их окончательным окружением. Союзные племена успешно загнали последних из этих колоссальных существ в определенную пещеру, запечатав их судьбу. Затем они подожгли хворост у входа, навсегда замуровав великанов внутри. Десятилетия спустя, в 1912 году, археолог Левелин Лаут из Калифорнийского университета начал раскопки в этой самой пещере. Его подробные записи зафиксировали примечательные находки, включая сандалии необычного и аномального размера. Он также обнаружил фрагменты корзин, сплетенных с необычайно крупными и непропорциональными габаритами. Некоторые из этих артефактов впоследствии были переданы в музей штата Невада в Карсон-Сити, где они хранятся по сей день. Любопытно, что сами скелетные останки были странным образом рассредоточены, оказавшись в различных частных коллекциях и университетских хранилищах. Открытия в пещере Лавлок не были единичным случаем. Скорее, они представляли собой повторяющуюся закономерность в Америке XIX века. Газеты той эпохи часто публиковали истории о гигантских скелетах, сообщая о таких находках настолько часто, что это стало почти рутиной. Например, в 1883 году газета Сент-Пол Daily Globe опубликовала отчет о скелете высотой более 2,5 метра. Эта огромная находка, сделанная в кургане в Миннесоте, по иронии судьбы не вызвала значительного удивления у читателей. Отчеты окружных историков детально описывают сотни раскопок курганов в долине Огайо, неизменно демонстрируя схожую картину. Они включали массивные черепа,
часто отличавшиеся необычным двойным рядом зубов, и бедренные кости аномальной длины. Вместе с останками находили медные украшения, слишком большие, чтобы поместиться на руке обычного взрослого мужчины. Например, архивы округа Морган содержат запись о скелете поразительного роста – 2 метра 54 сантиметра с мощными челюстями. В этих же архивах указано, что челюсти скелета ростом 2,54 метра, по мнению исследователя, принадлежали иному виду. Наряду с этими останками археологи находили замысловато сплетенный текстиль, демонстрирующий высокое мастерство. Также были обнаружены тысячи пресноводных жемчужин, что указывает на богатое культурное или экономическое значение. Еще одной примечательной находкой были медные доспехи, намекающие на развитые металлургические навыки и оборонительные возможности. Медь для этих доспехов перевозилась более чем на 1000 километров из региона Великих озер. Столь протяженный транспортный маршрут указывает на высокоразвитую торговую сеть и сложную социальную иерархию этих древних людей. Учитывая, что за целое столетие были найдены сотни таких костей, возникает критический вопрос: куда они все исчезли? Ответ связан с человеком, малоизвестным за пределами академических кругов – Джоном Уэсли Пауэллом. Будучи директором Бюро американской этнологии в Смитсоновском институте, Пауэлл в конце XIX века установил определенную доктрину. Он твердо утверждал, что человеческая эволюция шла по строго линейному пути, не допускающему отклонений. Доктрина Пауэлла гласила, что до прихода коренных народов на континенте не существовало никаких развитых цивилизаций. Все, что противоречило этой установленной модели, немедленно объявлялось подделкой, ошибкой измерения или следствием таких болезней, как акромегалия. В эпоху экспансии на запад правительству требовался нарратив о пустом континенте, населенном лишь примитивными кочевниками. Признание древней цивилизации гигантов полностью разрушило бы идеологическое оправдание захвата земель у индейских племен. В результате Смитсоновский институт систематически начал собирать находки, обещая их тщательное изучение, лишь для того, чтобы эти артефакты бесследно исчезли в их архивах. Такой систематический сбор и исчезновение улик вызвали серьезные вопросы об их истинных намерениях. Дополняя эту тайну, исследователь Ричард Дьюхерст скрупулезно задокументировал более 1000 газетных сообщений. В этих отчетах за столетний период детально описывались находки гигантских скелетов по всей территории США. Однако, несмотря на столь обширную документацию, ни один из этих зафиксированных скелетов в настоящее время недоступен для независимой экспертизы. Это глубокое молчание вокруг их местонахождения говорит гораздо красноречивее, чем любое официальное заявление. Теперь давайте оставим в стороне скелетные останки и обратим наше внимание на монументальные каменные сооружения. На самом деле, масштаб древней архитектуры гигантов предлагает еще более убедительные доказательства, чем любые кости. Вспомните Бааль-Бек в современном Ливане, где в основании храма Юпитера лежат 3 колоссальных камня. Эти блоки, которые римляне позже назвали трилитон, весят около 800 тонн каждый. Поблизости, в карьере, лежит незаконченный монолит, превосходящий их по размеру. Его вес более 1200 тонн. Официальная археология приписывает строительство этих невероятных структур римлянам. Однако ни один римский трактат или историческая запись не описывают технологии или методы перемещения тысячетонных блоков. Самый мощный римский кран, описанный Витрувием, мог поднять всего 6 тонн, требуя усилий десятков рабочих. Чтобы сдвинуть блок весом 1200 тонн, потребовалось бы около 40 тысяч человек. Они физически не смогли бы даже встать вокруг камня. Перемещение даже одного из таких блоков трилитона сегодня, даже с современными технологиями, стало бы грандиозной задачей. Современному карьерному самосвалу БелАЗ, способному перевозить 450 тонн, потребовалось бы 3 отдельных рейса для перевозки одного такого блока. Это поднимает глубокий вопрос. Зачем кому-то вырезать камни, которые, казалось бы, невозможно транспортировать доступными средствами? Эта запутанная дилемма начинает обретать смысл только при одном конкретном допущении. А именно, для существ, которые изначально вырезали эти массивные блоки,
они были вполне подъемными. Если мы представим строителей ростом 10 или 12 метров, обладающих пропорциональной силой, перспектива полностью меняется. Для такой колоссальной фигуры 800-тонный камень был бы не сложнее, чем для нас стандартный шлакоблок. По всему миру мегалитическая архитектура неизменно представляет нам одну главную загадку – загадку масштаба. Вспомните Саксайо-Аман, крепость Надкуска, где стены сложены из блоков весом до 120 тонн. Эти гигантские камни подогнаны друг к другу с такой точностью, что между ними нельзя просунуть даже лезвие ножа. Ступени в самом Саксайо-Амане имеют высоту почти полметра, что является неудобным подъемом для обычного человека. Однако эти ступени идеально подошли бы для существа ростом 3 или 4 метра. Подобным же образом дверные проемы в древних храмах Мальты намного превышают размеры, необходимые для прохода обычного человека. Эти мальтийские храмы датируются 3-м тысячелетием до нашей эры, периодом, когда население острова составляло всего несколько тысяч человек. Строители этих необычайных храмов исчезли бесследно, не оставив ни могил, ни потомков, как будто они просто растворились после завершения работы. Переносимся в Египет. Тайна значительно углубляется при исследовании Серапеума в Саккаре. В его тесных туннелях стоят колоссальные гранитные саркофаги, каждый из которых весит ошеломляющие 70 тонн. Эти массивные контейнеры вырезаны с такой поразительной точностью, что их стенки отполированы до оптической гладкости. Зазор между каждым саркофагом и стеной ниши составляет всего 40 сантиметров, не оставляя места для инструментов или доступа человека. Каким образом эти 70-тонные ящики были занесены в туннели, едва достаточно широкие для 2 человек, остается глубокой загадкой. И еще более необъяснимо то, как опускались и запечатывались их 30-тонные крышки при отсутствии гидравлики, кранов или лебедок. Официальная египтология приписывает эти достижения утерянным методам, однако экспериментальных доказательств в поддержку этого утверждения так и не было предоставлено. Сам Серапеум был открыт в 1850 году Агюстом Мариеттом, обнаружившим важную деталь в его содержимом. Интригует то, что каждый саркофаг, найденный в комплексе, оказался абсолютно пустым. Тот, кто когда-то покоился в этих камерах, исчез, оставив лишь безмолвные, монументальные гранитные капсулы в качестве свидетелей. Это подталкивает к ключевому вопросу. Обладали ли древние народы утраченными знаниями, или каждую такую тайну можно объяснить рационально? Интересно, что в то время как современная наука в основном отрицает существование гигантов, она уже признала существование гигантских приматов. Этот парадокс становится яснее благодаря значительному открытию, сделанному в 1935 году немецким палеонтологом Густавом фон Кёнигсвальдом. Он приобрел огромный зуб на рынке Гонконга, реликвию, происхождение которой озадачило даже местных торговцев. Этот единственный массивный образец стал убедительным доказательством существования существ, выходящих далеко за рамки нашего традиционного понимания эволюции приматов. Любопытная деталь всплыла при открытии Серапеума Агюстом Мариеттом в 1850 году. Все его массивные саркофаги были найдены пустыми. Те, кто когда-то покоился внутри, исчезли, оставив колоссальные гранитные контейнеры как безмолвные свидетельства утраченного присутствия. Огромный зуб, приобретенный Кёнигсвальдом, был идентифицирован как принадлежащий гигантопитеку, крупнейшему примату, известному в истории Земли. Эта колоссальная обезьяна могла достигать высоты до 3 метров, представляя собой внушительную фигуру в своей древней среде обитания. Весивший примерно 500 килограммов, гигантопитек процветал в лесах Юго-Восточной Азии до своего вымирания около 100 тысяч лет назад. Эта временная шкала указывает на то, что гигантопитек сосуществовал с Homo erectus и, вполне возможно, ранними формами Homo sapiens. И все же, что удивительно, наука охотно принимает существование 3-метровой обезьяны, но решительно отвергает идею о 3-метровом человеке. Такая позиция кажется противоречивой, учитывая, что палеонтологическая летопись изобилует примерами гигантизма во всех ветвях жизни. Еще больше загадок в прошлое человечества добавляют останки другой таинственной ветви человеческих предков, обнаруженные в Денисовой пещере в Сибири.
Эти денисовцы обладали необычайно массивными челюстями и зубами, значительно превышающими размеры зубов современного человека. Вместе с их костями был найден поразительный артефакт – браслет из хлоритолита с явными следами машинного сверления. Этому искусно изготовленному браслету примерно 50 тысяч лет, что указывает на уровень обработки камня, обычно ассоциирующийся с гораздо более поздними цивилизациями. Денисовцы также оставили неизгладимый генетический след, прослеживаемый в ДНК современных тибетцев, папуасов и австралийских аборигенов. Примечательно, что именно эти специфические денисовские гены дают тибетцам уникальную способность процветать на высотах более 4000 метров. Эта генетическая адаптация жизненно важна, так как обычному человеку было бы крайне трудно дышать и выживать в таких экстремальных условиях высокогорья. Если одна ветвь человечества уже оказалась крупнее и выносливее нас, то почему не мог существовать еще более колоссальный вид? Скептики обычно возражают, ссылаясь на законы физики и утверждая, что чрезмерно большое тело просто не смогло бы выдержать свой собственный огромный вес. Однако этот аргумент верен только для современных условий окружающей среды Земли, которые не всегда оставались неизменными на протяжении истории. Убедительная гипотеза предполагает, что гигантизм, наблюдаемый у многих древних существ, был не первичным генетическим признаком, а продуктом физики окружающей среды. Согласно этой теории, в далеком прошлом атмосфера нашей планеты была значительно плотнее, чем сегодня. Более того, содержание кислорода в этой древней атмосфере было кардинально выше, достигая 35% по сравнению с нашими нынешними 21%. Палеонтологические находки убедительно подтверждают эту идею. В каменноугольный период стрекозы вырастали до поразительных 70 сантиметров. Подобным же образом многоножки той эпохи могли достигать невероятной длины в 2,5 метра, размеров, немыслимых в современном мире. Насекомые дышат через трахейную систему, и при более низком атмосферном давлении кислород просто не может проникнуть достаточно глубоко в ткани крупного тела. Это объясняет, почему гигантские насекомые физически невозможны в нашей современной атмосфере, хотя они были обычным явлением в первобытном прошлом Земли. Тот же самый принцип, касающийся условий окружающей среды, напрямую применим и к позвоночным, включая ранних людей или человекоподобные виды. В среде, характеризующейся высоким давлением и обилием кислорода, кости становятся крепче, метаболические процессы эффективнее, а регенерация происходит гораздо быстрее. Современная гипербарическая медицина предлагает веские доказательства этого эффекта, последовательно демонстрируя его преимущества в практическом применении. Врачи регулярно используют гипербарические камеры, имитирующие условия высокого давления, специально для ускорения заживления различных травм и состояний. Это практическое применение подчеркивает, как иной состав атмосферы мог поддерживать существование значительно более крупных и выносливых существ. Палеонтологи подтверждают, что в каменноугольный период стрекозы вырастали до 70 сантиметров, а многоножки достигли 2,5 метра в длину. Насекомые дышат через трахеи, и в условиях низкого давления кислород не может достичь глубоких тканей такого крупного тела. Это означает, что гигантские насекомые физически невозможны в нашей нынешней атмосфере, хотя в далеком прошлом они были обычным явлением. Если экстраполировать эти выводы на целую геологическую эпоху, рост в 3 или 4 метра перестает быть аномалией. Вместо этого такой рост стал бы биологической нормой для существ, живущих в тех условиях. Древние тексты, от Библии до индийских Вед, последовательно описывают людей, живших несколько столетий. В условиях постоянного насыщения кислородом и более высокого давления это необычайное долголетие получает неожиданное научное объяснение. Некоторые исследователи выдвигают гипотезу о существовании массивного водно-парового купола в верхних слоях древней атмосферы Земли. Этот огромный слой водяного пара создавал бы мощный парниковый эффект, обеспечивая теплый, стабильный климат от полюса до полюса. Это явление могло бы объяснить, почему в Антарктиде часто обнаруживают окаменелые тропические леса возрастом в десятки миллионов лет. Более того, этот защитный купол оберегал бы живые организмы от жесткого космического излучения. Такая защита позволила бы ДНК функционировать веками без значительных мутационных ошибок или деградации.
Однако, когда этот купол обрушился из-за удара астероида, извержения вулкана или иной катастрофы, атмосферное давление резко упало. Для колоссальных существ это внезапное изменение стало немедленным смертным приговором, потому что вступил в силу неумолимый закон квадрата куба. Если рост существа увеличивается в 3 раза, его масса тела возрастает в 27 раз, в то время как площадь поперечного сечения его костей увеличивается только в 9 раз, что ведет к разрушению структуры. В этих изменившихся условиях скелет гиганта начал бы крошиться под его собственным огромным весом. Более того, их легкие с трудом могли бы адекватно насыщать кровь кислородом из ставшей разреженной атмосферы. Таким образом, любые выжившие были обречены на постепенный упадок, выражавшийся в сокращении продолжительности жизни и уменьшении роста с каждым последующим поколением. Это явление поразительно перекликается с описаниями, найденными в Библии после Великого потопа. Продолжительность жизни библейских патриархов резко снижается. От 900 лет у Ноя до 175 лет у Авраама, иллюстрируя стремительный упадок. Если эти гиганты действительно исчезли, почему следы их существования, по-видимому, сохраняются в нашей собственной человеческой физиологии? Нейробиологи выявили своеобразный феномен, известный как эффект зловещей долины. Фигуры с искаженными пропорциями, такие как манекены, роботы или увеличенные куклы, вызывают у нас инстинктивную тревогу, не поддающуюся логическому объяснению. Теоретики эволюции предполагают, что каждый из наших врожденных страхов можно проследить до конкретного хищника, с которым наш вид сталкивался в далеком прошлом. Например, наш страх перед змеями развился потому, что они представляли смертельную угрозу для наших предков, так же как страх темноты возник из-за скрывающихся хищников. Но какой хищник мог стоять за нашим глубоким дискомфортом при виде человекоподобных фигур непропорционального размера? Утверждается, что этот специфический страх мог зародиться только при одном условии – если наш вид в течение длительного времени сосуществовал с крупными двуногими существами, которые активно охотились на людей и поедали их. Интригующе, но фольклор почти каждой культуры по всему миру, кажется, подтверждает эту идею. Гиганты в этих сказках никогда не изображаются как мудрые наставники или благожелательные фигуры. Напротив, их неизменно описывают как чудовищных каннибалов, способных учуять человеческую плоть с большого расстояния. От истории об Одиссее и Полифеме до сказки «Джек и бобовый стебель». Если эти широко распространенные повествования всего лишь метафоры, то почему они разделяют столь идентичные темы среди народов, которые никогда не контактировали друг с другом? Есть одна конкретная деталь, которая помогает соединить эти разрозненные улики в связанную картину. И эта решающая деталь касается их зубов. Десятки археологических отчетов из курганов в Огайо и Теннесси часто упоминают одну отличительную черту – наличие двойного ряда зубов. Хотя полиодонтия крайне редко встречается у современных людей и обычно затрагивает лишь 1 или 2 лишних зуба, полный двойной набор никогда не фиксировался в современных стоматологических записях. Повсеместная встречаемость такой особенности делает ее аномалией, которую нельзя просто списать на патологию или болезнь. Столь мощный и уникальный жевательный аппарат был бы адаптацией, идеально подходящей для диеты из грубой растительности или сырого мяса, включая кости. Это убедительно свидетельствует о существовании отдельного биологического вида, а не просто больных или мутировавших особей Homo sapiens. Физическая антропология подтверждает, что рост человека всегда значительно колебался под влиянием таких факторов, как питание, климат и генетическая наследственность. К примеру, если средний средневековый европеец имел рост около 165 см, то палеолитические кроманьонцы часто превышали 180 см. Эта значительная вариация в 15 см на протяжении тысячелетий ясно демонстрирует адаптивность роста нашего вида к различным факторам среды. Следовательно, если условия в прошлом благоприятствовали более крупным гуманоидам, идея о популяции ростом 2,5 или даже 3 метра становится гораздо менее невероятной. Перемещаясь в другой регион, ранние европейские поселенцы, исследовавшие долины Огайо и Миссисипи, столкнулись не с нетронутой дикой природой, а с остатками монументальной цивилизации. Они нашли повсеместные руины, указывающие на сложную и обширную культуру, а не просто на первобытные леса.
Тысячи искусственных курганов и замысловатых земляных сооружений тянулись по ландшафту, образуя точные геометрические фигуры. Эти идеальные круги, квадраты и восьмиугольники были настолько огромны, что их можно было полностью оценить только с высоты птичьего полета. В ньюйоркских земляных сооружениях в Огайо колоссальный восьмиугольник тщательно соединен с столь же идеальным круглым ограждением. Это гигантское сооружение настолько масштабно, что внутри него могла бы свободно поместиться вся Великая пирамида Гизы. Эти постройки демонстрируют точную астрономическую калибровку, в частности, по циклам Луны. Такие лунные выравнивания основаны на сложном периоде, который повторяется лишь раз в 18,6 лет. Местные индейские племена открыто сообщали поселенцам, что не они были строителями этих загадочных структур. Они приписывали строительство древнему народу, населявшему Землю задолго до их собственных предков. Эти предшественники описывались как древние колдуны и воины, в конечном итоге побежденные предками индейцев в великой борьбе за выживание. Позже фермеры, раскапывая эти курганы, находили останки этих самых гигантов, бережно обернутые в ткани и украшенные медными артефактами. Монументальные структуры были спроектированы с идеальной круговой точностью, настолько обширные, что пирамида Гизы могла бы целиком поместиться внутри одной из них. Глубже в этих древних курганах скелетные останки обнаруживались внутри искусно сделанных каменных склепов, тщательно выложенных листами слюды. Сам масштаб и почтение при этих захоронениях ясно указывали на то, что это были не просто обычные члены общины. Напротив, это была правящая каста, элита древнего мира, удостоенная погребальных обрядов, подобающих королевским особам. Однако все эти убедительные доказательства в конечном итоге поднимают глубокий вопрос, касающийся не прошлого, а нашего настоящего. Если их кости находились сотнями, если их колоссальные постройки стоят до сих пор, а священные тексты неизменно говорят о них, что же мы на самом деле потеряли? Мы потеряли не просто главу из учебников истории. Мы потеряли глубокое понимание того, что человечество может существовать в формах, которые мы едва способны себе представить. Наш нынешний рост, продолжительность жизни и способности — это не абсолютные пределы нашего вида. Это лишь временное состояние, сформированное и продиктованное специфическими атмосферными условиями, в которых мы живем сейчас. Если условия окружающей среды снова кардинально изменятся, никто не сможет предсказать, какие глубокие трансформации может претерпеть наш собственный вид. Истинная мера величия цивилизации заключается не в физическом размере ее обитателей. Она заключается, напротив, в глубине и смелости вопросов, которые она осмеливается задавать вслух. Это путешествие через забытые страницы истории заставляет нас пересмотреть все, что мы думали, что знаем о нашем прошлом и нашем потенциале. Оно напоминает нам, что Вселенная хранит тайны гораздо более грандиозные, чем позволяет наше нынешнее понимание. Какие скрытые истины, по вашему мнению, все еще ждут своего часа, чтобы быть обнаруженными? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже и присоединяйтесь к нашей экспедиции в неизведанное.